Всем привет! И вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. Сегодня среда, 13 июля, и сегодня мы всей семьей уезжаем в поход. Да, ребята, мы сегодня поедем в поход, и также я буду еще сегодня снимать просто Extreme Challenge 24 часа на улице. Но на самом деле, после того, как я вам сказала о походе, мне кажется, вы в принципе сами догадались, потому что да, мы будем жить на улице, палатках, будем ночевать на природе, и это будет просто шик, блеск, я, по крайней мере, надеюсь. И да, мы уже все собрали, так что выезжаем. Просто чтобы вы понимали, насколько мы подготовились, вы только посмотрите на багажник нашей машины, здесь просто есть все, еще там вещи лежат в салоне. Короче, мы подготовились по полной, и надеюсь, что этот поход у нас пройдет хорошо. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where... Мы вот здесь вот сейчас, вот. И объезжаем полностью озеро, чтобы попасть вот сюда. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Что, ребята, мы наконец-то доехали до того самого места. Находится оно в 3,5 часах езды от нашего дома. Что вы спросите, я все это время делала? Спала. И в итоге где-то за 10 минут до подъезда проснулась. И, в принципе, да, зацените, как здесь красиво. Горы, озеро, облака. Просто шикарная атмосфера. И мы уже, кстати, разложили палатки. Это было немного сложновато, потому что шел дождь. И он, кстати, до сих пор идет. Но, да, мы это сделали. И будем здесь жить 3 дня, наверное, 3-4 дня, примерно так. Посмотрим, короче, по остановке. Короче, у нас здесь есть две вот такие вот палатки. Одна вот такая вот модная для Олега с мамой, и одна у нас с Алисой. Там уже постеленный внутри матрас, вещи лежат. Очень-очень классно. Атмосфера прикольная. В общем, все супер. Ну что, сосиски готовы, лапша тоже. Всем приятного. Спасибо. Тебе тоже. Давайте. Наш current situation. Как я вам уже говорила, льет дождь. Но за последний час он то усилялся, то уменьшался, то появлялся очень-очень сильный ветер, когда мы думали что наши палатки вот-вот улетят. Мы в домик уже успели сходить, посмотреть там, где туалет, и посидеть там успели. Ну, короче, как вы понимаете, погода просто шикарная, и нам, как всегда, очень сильно везет. Сейчас все в дождевиках, я вот под зонтиком стою. Изначально мы планировали покупаться в речке, но когда мы зашли в воду, мы поняли что сегодня, походу, не судьба это сделать. Только что на ноге сидела ящерица, причем большая. Я сразу вспомнила, чего я больше всего боюсь. Змеи! Что если мы их встретим? У меня просто уже начали слезы литься. Я подумала, что мне просто показалось, типа, знаете, что-то соприкоснулось с моей ногой. А потом все увидели большую ящерицу. Вы, скорее всего, уже заметили что мы решили сделать небольшую перестановку, переставили палатки. И все это почему? Потому что прошел очень-очень сильный дождь, и внутренность
одной палатки просто полностью вся мокрая, и матрас, и одеяло, все мокрое. Вторая палатка тоже мокрая внизу, но матрас там все еще сухой. Соответственно, мы решили все перестановить, чтобы и вторую палатку как бы не испортить, так как если у нас эта палатка тоже вся будет мокрая, то нам просто негде будет спать. Так что пока есть время, решили все перестановить. Надеюсь, что больше не пойдет супер-супер сильного дождя и будет все продолжаться спокойно, потому что, ну, как бы начало наших выходных не очень классное, да. В принципе, вот так вот все сейчас выглядит. Мы решили натянуть тент, чтобы была хоть какая-то небольшая крыша. Также вот две палатки. Эта палатка не выжила, она вся напрочь мокрая. Вот это вот пока выживает, но посмотрим, на как долго ее хватит. Внизу также еще тент. Сейчас сюда перенесем наши вещи, еду и да. Да, потому что уже как бы почти время вечера. Настя, что ты делаешь? American Teenagers. Вы что, не видите? Сейчас будем есть маршмеллоу. Да, вы что, не видите? Ну, такие настоящие туристы. Ну что, наконец-то наступило время ужина. Кстати, за последний час вроде бы не было дождя, и надеемся, что его больше сегодня не будет. Об этом лучше не говорить. Фу-фу-фу. И, в принципе, вот так тут выглядит наш сегодняшний ужин. Олег пока пожарил вот нам шашлычок. Здесь курица, лаваш, картошка, вкусные овощи. В общем, всем приятного аппетита. Счастье длилось недолго. A few inches later. У нас тут предсонные чаепития, потому что на улице снова похолодало, и мы заварили чай, чтобы как-то согреться. Мы с Алисой уже, кстати, переоделись. Вы будете переодеваться? Мы не будем переодеваться. Мы уже превратились. Пьем черный чай. Не спрашивайте, почему он черный. У тебя самый нормальный, в принципе. И печеньки. Да. Всем приятного. Спасибо. Спасибо. Настя, ничего не рассказывает, а у нас вообще спартанские условия. Пошел дождь. У нас промокло все, что могло бы промокнуть в этой палатке. А что могло промокнуть? Вот матрасы, на которых мы сидим, они промокли насквозь. Видите, вода прямо здесь течет. В общем, спать мы будем в этой одной палатке. Вот здесь вот получается, знаете, это полут. Настя там пердит в палатке. Ужас! Настя, тебе не стыдно? Еще так громко. Она еще и громко это здесь? Громко, значит, без запаха. Ты что, с ума сошел? В общем, спать мы будем все вчетвером, вот в этой одной палатке. Сейчас будем играть в кости. Мы тут кости приготовили. Сейчас будем играть в кости в палатке. Можем, в принципе, и здесь играть, но здесь мокро. Лучше там, да. А это у нас сельхоз. Здесь у нас вода, всякая фигня, хот-доги. Какая-то... А, это для рыбы ботва. Наш 5-звездочный отель. Как ваши ощущения? Супер. Все рады? Можете больше Мы всех. все безумно счастливы. Ребята, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Нет, я серьезно, ребята. Мы вчера примерно часов 10 легли спать, и сначала все начиналось нормально, всем хватало места, но в итоге матрас начал съезжать, все непонятно как начали двигаться, места вообще нету. В итоге все по 100 раз просыпались, кто-то выходил, кто-то просто не мог заснуть. Лично я поняла то, что я заснула где-то под утро, а под утро как бы уже все начали вставать. И, блин, я вообще не выспалась, по моему лицу это видно. Не знаю, что будем делать. Надеюсь, то, что сегодня мы сможем
высушить еще один матрас и поспать в 2 разных палатках, потому что все вчетвером в одной палатке — это вообще ужасно, серьезно. Сейчас мы пришли в наш, так сказать, сейф-хаус, там где туалет и душ, чтобы умыться, сделать все свои дела, и потом пойдем обратно в нашу палатку завтракать. No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't. Нам, кстати, вчера еще выдали вот такой вот бесплатный каяк, чтобы мы поплавали по речке, которая здесь. Сейчас Олег там сидит, пытается ловить рыбу. Не знаю, поймает ли что-нибудь, но надеемся на лучшее. Сложное доброе утро. Как ты, Алиса, спала? Не нормально. Я все. Двигались. Спускалась. Ничего не А ты понимаю. как спала? Я уже им сказала, как я спала. Просто шикарно. Я тоже спала шикарно. Постоянно съезжала, ноги были наполовину в воде, прям потому что там в углу лужа, плюс со стенок на меня капала вода. Вообще, как бы было все идеально просто. Да. Идеально. Ну, а сейчас у нас завтрак туриста. Туристы что ешь? Бургер. Сосисон, хот-дог. Типа вот из таких шикарных сосисек, которые мы приготовили вон там на горелке. Вон Как наш смогли, дом. так и сделали, да. Вот наш дом один, вот наш дом второй. Мы все из них выгрузили, потому что, чтобы не промокло, вдруг дождь будет. Все положили пока в машину, более-менее сухое. Вот. А папа наш вон там рыбачит. Решил нам завтрак не готовить. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves. Ну, в общем, время сейчас 2, наверное, часа, может, даже уже 3. Мы успели и пообедать, и поплавать, съездить на лодке, и посидеть, просто поваляться. И все это время было солнышко. То есть мы уже наконец-то, как бы, знаете, типа, вот, будет хорошая погода. Но хорошее настроение длилось недолго, потому что сейчас снова начинается сильный ветер, как было вчера вечером перед очень-очень сильной грозой. И чувствуются небольшие капли. Также по небу, если посмотреть вон с той вот стороны, то оно там очень страшное. Соответственно, скорее всего, сегодня снова будет дождь. Рыбак приплыл. 2 А где вторая? Вторая, где гигантская рыбешка? Можно открою секрет. Вот эту я поймала, вторая сама запрыгнула. Какие гигантские рыбы! Пойдем маме покажем. Нам открыли секрет. Одну поймали, другая просто запрыгнула в лодку. Охренеть! 2 часа убить на этих гигантов? Оба, смотри, а там бонус. Офигеть! Это Настя расстроилась, одни макароны есть. Это у нас сегодня Я ужин. чуть только Всем приятного аппетита. Немножко подвинь. Я вам, кстати, так и не показала. У нас шикарный чайник. Вообще у нас, конечно, все миниатюрное. Но чайник, как из Алисиного набора, просто. посудки. Он такой маленький, но в него вмещается 4 стакана. 4 стакана. Вот как? Как это работает? Won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. Ну
Ну что, ребята, время 9 часов вечера, и мы вернулись домой. Да, вообще, изначально мы планировали вернуться завтра, так как оплачивали на 2 ночи наш тент, но у мамы очень сильно заболела спина, да и плюс мы начали задумываться, чем мы будем завтра заниматься, и вечером чем мы будем заниматься, и в итоге все решили то, что поедем сегодня домой, и вот за 3,5 часа выехали мы в 6, сейчас уже 9:30, доехали до дома. Да, честно, я очень-очень сильно рада, конечно, ощущение было прикольно, вот это вот все пропробовать, но, блин, дождь. Это просто был ужас. Мы еще, кстати, решили то, что, возможно, в конце этого месяца еще раз съездим туда, посмотрим по погоде. Если погода будет хорошая, то съездим еще раз. Если нет, то, блин, лучше посидим дома, потому что в такой мы с вами попали дождь, что просто все промокло. И матрасы, и тенты. Я не забуду это никогда. А еще нам тут, кстати, пришла вот такая вот небольшая посылочка. Мама сказала то, что она для меня, так что давайте ее вместе сейчас откроем, потому что мама сказала, что здесь что-то для кожи от прыщей. В общем, здесь просто куча классного набора со skincare. Первый это вот такой вот тоник, original material from Korea, yes. Также здесь вот такая вот антиакне маска, не знаю, еще сделана, но, соответственно, от прыщей. Это точно не уверена, что такое, но это от blackheads, то есть тоже от таких, знаете, черных точек. Скорее всего, это тоже какая-нибудь масочка. Специальный крем от прыщей. И, как понимаю, в подарочек вот такая вот масочка, тоже от прыщей, со льдом. Я очень надеюсь, что это поможет моей коже, потому что сейчас я, во-первых, пью зинк от прыщей, стараюсь каждый день его принимать. Также меньше стала, знаете, пытаться трогать свое лицо руками. Также пытаюсь немножечко исключать сахар из своего рациона. Конечно, очень-очень сложно, особенно по этому видео вы поняли, как хорошо я его просто исключаю, да? Но надеюсь, что вот, приехали домой, уже наконец-то возьмусь за свое питание, потому что и фигуру нужно приводить в порядок, и как бы и лицо тоже не очень классно, да, но это у нас уже с вами будет отдельное видео. Надеюсь, что когда-нибудь я исправлю свою кожу, обязательно вам сниму об этом отдельное видео. Ну да, в принципе, этот влог подходит к концу. Я сейчас пойду в душ и буду ложиться спать, потому что очень-очень сильно устала. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И да, всех целую. До скорой встречи и